Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Давно не записывал видео на этот канал, но давайте исправляться и посмотрим, что у нас произошло на крипторынке и что можно ожидать от биткоина в ближайшем будущем. Во-первых, февраль у нас уже заканчивается, сегодня предпоследний день месяца, и как мы видим, он не то чтобы нас порадовал, но хотя бы положительный. Если смотреть предыдущие месяцы 2022 года, то 2023 год намного лучше в плане криптовалют. Второй месяц года и второй месяц у нас зеленый. На данный момент плюс 1,2%. Данный позитив не слишком обрадовал трейдеров. Ненадолго мы переходили в зону жадности, но сейчас мы снова вернулись. Находимся на цифре 50 по индексу страха и жадности. Это у нас нейтральная зона. Нет каких-то упаднических настроений, но и нет сумасшествия в голове. Никто не бежит покупать по маркету по любой цене. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC. То есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Из важных метрик стоит отметить, что хешрейт продолжает бить исторические максимумы. Вчера мы установили снова рекорд по хешрейту, по сложности майнинга. Вновь пик данного показателя был обновлен. А как мы знаем, согласно историческим данным, рост хешрейта хорошо влияет на цену биткоина. Да, возможно, не моментально, но раньше всегда цена также подтягивалась и двигалась в сторону движения хешрейта. Заглянем на карту ликвидаций. На последнем росте биткоина мы не зацепили самую большую жирную зону, где сконцентрировано большое скопление стопов шортистов. Я все еще думаю, что мы в ближайшем будущем за ней сходим рано или поздно. Во-первых, нельзя оставлять такую зону без ликвидаций, а во-вторых, если же сюда не идти, то идти вниз. А за жирной зоной ликвидации лонговых стопов падать намного дальше. Внизу такая зона находится на уровне 15500, а наша ближайшая зона, куда я думаю, что пойдет цена биткоина в ближайшем будущем, это 25300. Перед тем, как посмотреть график биткоина, давайте глянем и парочку новостей интересных. МВФ, Международный валютный фонд, выступает за регулирование криптовалют вместо тотального запрета. Это, конечно же, хорошая новость. Как рассказала управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева, организация выступает за адекватное регулирование цифровых активов и против полного запрета крипты. Она это сказала на встрече Большой Двадцатки. Она рассказала, что у различных регуляторов взгляды на то, как нужно регулировать цифровые активы и классифицировать их, значительно отличаются. МВФ предлагает разграничить различные виды криптовалют и по-разному их регулировать. Звучит логично, потому что среди крипты есть как стейблкоины, есть нормальная крипта, есть полный шлак, есть скам-монеты, ну и плюс разные там метаверсы и NFT. Мы бы предпочли регулировать мир цифровых денег, но нужно разделять цифровые валюты центральных банков, которые обеспечены государством, и публичные криптовалютные активы и стейблкоины. Ну вот она также выделяет стейблкоины, но при этом в отдельную категорию выделяет и валюты центральных банков, которые в ближайшем будущем, я думаю, будут активно и массово появляться. Также Кристалина Георгиева отметила, что полностью обеспеченные фиатными деньгами стейблкоины создают хорошее пространство в экономике, но криптовалюты, не обеспеченные реальными активами, являются высокорисковыми. Их, безусловно, нельзя называть заменой денег, но при этом она снова подчеркнула, что всегда остается возможность полного запрета крипты. Но это на случай, если кто-то будет расслаблять булки и думать, что все, крипте все можно, ее никто запрещать не будет. Не тут-то было, как говорится, не расслабляться. И еще одна значительная новость, это Гэри Генслер заявил, что все криптоактивы, кроме битка,
это ценные бумаги. Достаточно смешно звучит это именно от председателя SEC Гэри Генслера, который уже не первый год пытается признать ценной бумагой хотя бы Ripple. Да, были признания другой крипты, не такой популярной, но стоило ему наткнуться на XRP, на топовую криптовалюту, так судебные разбирательства затянулись на многие годы. Вот его заявление. Группа предпринимателей легко может создать юридические лица в офшорной налоговой гавани. У них даже может быть фонд и специалисты, занимающиеся юридическими вопросами. Сначала они могут перебросить свой бизнес за границу, утверждая или делая вид, что скоро они вернутся в США. Но по сути их криптоактивы являются ценными бумагами, потому что инвесторы ожидают получения прибыли от их вложений. Ну то есть, если простыми словами, Гэри Генслер заявляет, что если кто-то от инвестиций ожидает прибыли, то это можно назвать ценной бумагой. Почему же он не называет ценной бумагой биток? Многие ведь покупают биткоин именно для того, чтобы получить прибыль от перепродажи. По мне, так серьезно его слова можно будет воспринимать только после того, как завершится судебное разбирательство с XRP. Если он и SEC во главе с ним одержат победу, и Ripple признают ценной бумагой, то стоит криптовалюте напрячься, потому что он пойдет за следующий. Но если он споткнется уже и на первой ступени, то текущее заявление его, в принципе, ничего не означает. Доказать он пока ничего не может. Давайте перейдем к графику биткоина и эфириума. Начнем с биткоина. В своем телеграм-канале я публиковал небольшой апдейт по графику биткоина. Тот, кто подписан на телегу, уже давно видел его. Вот эту зону я обозначил. Это целевая зона волны 5. Ранее отмеченный прогноз сбылся, ожидался рост с цены примерно в 21 700 наверх, либо через небольшой перелой, либо с текущих. Выросли с текущих, поэтому данный прогноз у нас великолепно отыграл, удаляем. И целевая зона пятой волны начинается с уровня 26 700 примерно. Однако стоит отметить тот факт, что завершение пятой волны могло произойти уже и здесь. Самый минимум мы выполнили, перебили волну 3. Оптимальнее было бы, конечно, сходить в отмеченную зону, но минимум мы уже здесь отработали. Давайте разберем два этих сценария. Если мы будем продолжать рост в пятой волне, что еще возможно, данный сценарий еще не отменен, то после завершения этой пятой волны мы будем рисовать коррекцию и затем рост намного более сильный, чем мы видели с ноября 2022 года. По текущий момент. Если же у нас пятерка завершилась уже здесь, то тот же самый сценарий уже начал свое развитие, то есть мы будем корректироваться после предыдущего импульса и также направимся наверх. То есть глобальный сценарий здесь на коррекцию с последующим ростом. Осталось только дождаться и понять, с каких уровней начнется эта коррекция. Либо уже она началась, а значит импульс у нас доформировался и оптимальная зона для коррекции начинается у нас с уровня 21 545 примерно. Давайте вот эту желтую я тогда перерисую. То есть если сейчас мы уже идем вниз, то в эту зону и наверх. И если же пятерка еще будет продолжаться, и мы не получим большое растяжение в этой пятерке, то примерно из зоны, которую я отметил ранее, получим коррекцию. Зона коррекции будет рассчитана позже, естественно, когда мы увидим только завершение пятой волны, можно будет рассчитать оптимальную зону для коррекции всего этого импульса, и она будет выше, чем вот эта зона. И уже после этого поймем, от каких примерно значений ценовых можно будет рассчитывать на отскок и дальнейший рост. Подытожу по битку, минимальные все факторы выполнены. Можем уже идти в коррекцию отсюда. Но средние и максимальные значения по пятерке не выполнены. Растягиваться можем и дальше. Перейдем на эфириум и посмотрим, что у нас происходит по данной монете. Здесь у нас также находится импульс в завершающей стадии, но здесь более наглядно мы уперлись в предположительно завершенной пятой волне в сильный уровень сопротивления. Вот эти желтые стрелочки у нас отработали, получили рост до данной зоны сопротивления. И если мы также уже начали формировать коррекционную структуру, вторую волну глобальную после вот этой завершенной импульсной формации, то зона коррекции у нас начинается с уровня 1486 и затем разворот в рост. Либо также как по биткоину мы еще раз сходим наверх, дорисуем окончание пятой волны, сходим вниз и также глобально пойдем наверх. Здесь все достаточно позитивно по криптовалюте. Другие альткоины также в основном все смотрят на рост. И давайте еще по эфириуму отмечу тогда зону
для роста в пятой волне. Нижняя грань этой зоны находится на уровне 1846, но также отмечу, по биткоину и по эфириуму на обеих этих монетах минимальные цели выполнены. Мы перебили предыдущий хай волны 3, поэтому импульс здесь можно считать завершенным. Но не только поэтому, есть еще другие факторы, которые также выполнены, но смысла их озвучивать здесь нет. Говорю вам только выжимку из проведенного анализа. Давайте еще зацепим тогда S&P 500. Под конец видео здесь у нас также прогноз отыгрывает. Мы пробили вот эту трендовую линию. Сейчас вполне возможно тестируем ее сверху вниз. И по прогнозу, который был нарисован еще в середине января, в ближайшем будущем вполне возможен рост и дальнейшее хорошее движение наверх, а следовательно и S&P 500 может потянуть за собой биток и другую крипту. На этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!